Давайте сложим стоимость яхт Sailing Yacht A – $0,5 миллиарда, Dilbar – $0,8 миллиарда и Eclipse – $1,2 миллиарда. Злые языки утверждают, что это посудины Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Мельниченко. Но для нас сейчас важно не это. Важна цифра, и позже вы поймете почему. Итак, сумма $2,5 миллиарда. Запомним ее и продолжим. У многих на данный момент сложилось мнение, что главный мировой борец с текущей ситуацией – Всемирная организация здравоохранения. Ведь кажется, что ВОЗ диктует всему миру, как вести эту борьбу. Но, как говорится, сколько это в долларах? Бюджет ВОЗ, формируемый за счет взносов стран-членов, на 2020-2021 года чуть не дотягивает до 1 миллиарда. Плюс добровольное пожертвование еще почти 5 миллиардов. Большая часть из этих 5, как мы уже все знаем, как всегда придет от любящего весь мир благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Итого на 2020-2021 годы суммарный бюджет ВОЗ почти 6 миллиардов. Вроде бы много, но как-то не тянет на сумму для спасения человечества от COVID-19. Вспомним, что всего 7 дорогих яхт дадут практически такую же сумму. Конечно, предполагается, что затраты на конкретное мероприятие по борьбе с коронавирусом должны нести государство, а не международные организации. И кое-кто действительно расщедрился. Например, американский Минфин выделил на борьбу с коронавирусом и смягчение социально-экономических последствий пандемии $2,2 триллиона. Приятно, когда у тебя есть печатный станок. ФРС США напечатала дополнительные триллионы и дала их взаймы американскому казначейству. А если учесть еще триллионы долларов, напечатанных ФРС и выданных напрямую в виде кредита в американской экономике, суммарная величина денежной массы, брошенной на спасение от коронавируса, составила в США $6 триллионов или 30% ВВП страны. У большинства стран мира такого волшебного печатного станка нет. Кто же их спасет? Ну, конечно, МВФ и Всемирный банк. Кажется, какое отношение банкиры имеют к эпидемиям, пандемиям и вообще к медицине? Давайте посмотрим. МВФ предоставил 81 стране кредитные средства на сумму почти $100 миллиардов на преодоление последствий пандемии коронавируса. Среди получателей денег МВФ – страны Азии, Африки, Латинской Америки, постсоветские страны. Так, в конце мая было принято решение о выделении Украине очередного кредитного транша примерно в $5 миллиардов. Выделенный транш по требованию МВФ должен быть использован целевым образом на ликвидацию последствий пандемии в экономике Украины. На те же цели МВФ выделил $375 миллионов Узбекистану. МВФ вел переговоры с Белоруссией на ту же тему, предполагаемая сумма кредита $900 миллионов, но кредит не состоялся. Почему-то не срослось. В целом, кредитная активность МВФ сводится к финансированию мер по ликвидации последствий и смягчению вирусно-экономического кризиса в странах-членах. Медициной МВФ вроде как не занимается, а вот Всемирный банк взвалил на себя это непосильное бремя. Случилось это весной 2020 года. Однако есть нюанс. Новые задачи не имеют отношения к ремеслу ростовщиков, они имеют отношение к медицине, эпидемиологии, медикаментам, вакцинации, карантинным мероприятиям, тестированию населения и так далее. Для этого нужен опыт, нужны специалисты, коих во Всемирном банке на начало сего года практически не было. В мае президент группы Всемирного банка Дэвид Малпас с гордостью рапортовал: группа Всемирного банка быстро и решительно приступила к осуществлению операций экстренного реагирования в 100 странах мира, применяя механизмы, позволяющие другим донорам оперативно расширить масштабы этих программ. Чтобы экономика снова начала расти, мы должны поставить своей целью принятие быстрых и гибких ответных мер, позволяющих урегулировать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, предоставить денежные средства и иную масштабируемую поддержку, чтобы защитить бедные слои населения, поддержать частный сектор, повысить устойчивость экономики к потрясениям и ускорить ее восстановление. На сайте группы ВБ в комментариях к этому заявлению президента даны некоторые подробности. В упомянутых 100 странах проживает 70% населения планеты. 39 из этих 100 стран расположены в Африке к югу от Сахары. Почти треть всех проектов осуществляются в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами: Афганистан, Гаити, Нигер, Чад. К началу октября число стран, которым ВБ оказывал помощь для борьбы с колючим шариком, увеличилось до 111.
Также с марта группа банка оперативно предоставила странам рекордные объемы помощи. Эта помощь, самая масштабная и оперативная антикризисная программа в истории группы банка, стала важной вехой на пути выполнения обязательства группы банка предоставить в течение 15 месяцев $160 миллиардов США в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам справиться с медицинскими, социальными и экономическими последствиями пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран. Упомянутая выше цифра в $160 миллиардов – обязательство группы Всемирного банка на срок с апреля 2020 года до 30 июня 2021 года. Чтобы понять, насколько это большая для него сумма, приведем некоторые цифры. В 2018 году сообщалось, что среднегодовой объем средств, имеющихся в распоряжении всех финансовых учреждений группы Всемирного банка, будет составлять $100 миллиардов США в период между 2019 и 2030 финансовыми годами, что благоприятно отразится на положении всех членов группы банка, независимо от уровня их дохода. Получается, что все без остатка деньги Всемирного банка в течение 15 месяцев будут брошены на фронт борьбы с вирусом. Из объявленной суммы $12 миллиардов сразу же были определены на финансирование закупки и распространения вакцин. И эти обещанные деньги с апреля регулярно выдаются. Вот одно из последних сообщений. Совет директоров Всемирного банка в начале октября одобрил выделение пакета размером $12 миллиардов для распространения вакцин в развивающихся странах. Так мило. Но когда Всемирный банк стал ко всему этому готовиться? Неужели заранее? Вот официальный документ Всемирного банка по теме COVID-19. Он называется World COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program, SPRP. Программа стратегической подготовки и реагирования на COVID-19 в мире. Документ объемом в 60 страниц датирован 2 апреля 2020 года. На титульном листе имеется подзаголовок, из которого следует, что дается описание лишь первой фазы программы, в рамках которой планируется реализация 25 проектов. Этот документ тщательно отшлифован. В нем затрагивается много вопросов, которые находятся вне компетенции профессиональных финансистов, банкиров, специалистов по управлению проектами, юристов. А ведь именно таков профессиональный состав сотрудников банка, даже если он гордо называется всемирным. Это вопросы, относящиеся к вирусологии, эпидемиологии, вакцинации. И подготовка такого серьезного документа в большой и бюрократически инертной глобальной банковской структуре не могла начаться позже 2019 года. Причем его разработчики должны были получить некие исходные данные и техническое задание, определяющее, что требуется получить на выходе. Но при этом заметим, что в 2019 году никаких исходных данных просто еще не могло быть. Вот фрагмент на 6-й странице документа. 3 марта 2020 года Совет директоров обратился к группе Всемирного банка с призывом принять срочные меры по поддержке стран-членов в их усилиях по борьбе с пандемией. Совет также принял решение об учреждении фонда для обеспечения быстрого реагирования на COVID-19 в $12 миллиардов, предназначенного для помощи странам, являющимся клиентами МАР и МБРР в их борьбе с глобальной пандемией и ее последствиями. Итак, 3 марта 2020 года Всемирный банк, далекий от медицины, уже оперировал термином «глобальная пандемия». А теперь внимание! ВОЗ произнесла слово «пандемия» лишь 11 марта, 8 дней спустя. Как так получилось, что Всемирный банк опередил ВОЗ? Может ли быть, что и ВОЗ, и Всемирный банк, и МВФ, и некоторые другие международные организации готовились к глобальному спектаклю заранее? Репетировали, а тут Всемирный банк по ошибке выскочил на сцену раньше, чем определялось сценаристами. И вот еще что. Сегодня очень популярен вопрос, когда закончится пандемия. С умным видом политики, государственные деятели, эксперты дают свои версии ответов. И даже закоренелые пессимисты обещают, что все закончится в следующем, максимум в 2022 году. Однако Всемирный банк почему-то рассчитывает по-другому. На первой странице упомянутого документа написано черным по белому: дата завершения первой фазы программы – март 2025 года. В том же докладе на 13-й странице говорится, что после того, как к середине 2021 года будут истрачены упомянутые $160 миллиардов, ВБ на следующие 2 года, до середины 2023 года, выделит на борьбу с вирусом еще $180-200 миллиардов.
Ну и слово «выделит» — это, конечно же, не про гуманную благотворительность и безвозмездную помощь, а про кредиты и займы. И на каких условиях они будут предоставлены запуганным пандемией странам — большой вопрос. И в этом докладе Всемирного банка дано описание лишь первой фазы всей этой истории, которая продлится до весны 2025 года. А что будет дальше? Какая она, вторая фаза? Пишите в комментариях, что думаете по поводу всего этого, и дайте лайкам обратную связь выпуску, чтобы мы поняли, стоит ли продолжать этот цикл «Практика заговора». До встречи на канале Крамола.